Всех приветствую. Крипторынок у нас снова растет, у нас снова большинство альткоинов зеленые. Матик спустя сутки снова на передовой. И давайте сегодня разберем биткоин, несколько криптовалют, новости, статистические данные и попытаемся спрогнозировать, куда же пойдет у нас рынок в ближайшее время. Что касается лонгов и шортов по биткоину, у нас здесь за последние 24 часа практически ничего не меняется. Рынок замер. И все остаются при своих позициях. По лайткоину такая же ситуация, плюс-минус 2%. Эфириум показывает такие же результаты, около нуля и лонги, и шорты. Кардано немного прибавил, около 10% трейдеров думают, что Кардано пора лонговать. По Monero также около нуля. ZEC, Zcash плюс 23% лонгов. Ну и осталось еще 3 монеты, давайте глянем. Вот, IOTA. Решили, что этой монете пора вниз. Больше 100% шортов прибавилось по IOTA. Даже интересно стало, что у нас по ней. Прямо сейчас быстренько глянем, почему же ее собираются шортить. В принципе, структура здесь очень похожа на остальные рынки. Ничего сверхординарного. Видимо, кто-то что-то знает по ней. Можно будет присмотреться, куда она все-таки пойдет. EOS также около нуля. И всеми любимый Ripple также около нуля. То есть неадекватно у нас только по IOTA, которая больше 100% шортов поимела, и Zcash наоборот в лонг. Хотя структура у них практически идентичная, локально. Что касается страха, у нас как вчера, так и сегодня ничего не изменилось. Рынок идет немного наверх, но люди в эйфорию не впадают и смотрят, как же будет у нас двигаться цена дальше. Такая же метрика осталась, как и вчера, 22. По радужному графику у нас по-прежнему ходл. Рекомендуется держать и не продавать. По ликвидациям у нас также очень низкие показатели, практически минимальные значения за последние, с десяток, наверное, дней. Кого интересовало, где можно посмотреть данные графики, вот сайт прямо на экране. Прямо на графике он написан. Заходите и смотрите, если вас это интересует. Что же касается лонгов и шортов по биржам, биткоин за последние 24 часа в среднем также находится на середине. 50 на 50 практически. Интересно посмотреть на IOTA, которая прибавила у нас просто неадекватное количество шортов. В данной подборке не представлен Bitfinex, а именно на той бирже были показатели по возросшим шортам. На остальных биржах также 50 на 50. Давайте еще глянем тогда ZEC. А вот и те выбивающиеся лонги. То есть кроме Bitfinex, FTX также ставят на лонг по ZEC. Интересно. Grayscale обновили свои закупки, и они после выходных и одного дня распродажи большинства альткоинов снова взялись закупать лайткоин. 220 за 24 часа. И увеличение идет у нас постоянно. Любят они закупать лайткоин. Link же, который они покупали вчера, немного слили, но это несущественно. Всего 13. Теперь рассмотрим новости из крупных издательств мира. Первый у нас Wall Street Journal. Слышали на улице, репрессивные меры Китая в отношении биткоинов снизили его цену в последние недели. Не ждите, что давление со стороны Пекина ослабнет. Что можно прочитать между строк? Что будут давить. То есть намекают, закупаться не стоит. Будет еще дно. А значит, вполне возможно, что его не будет. Forbes. Многообещающий твит Илона Маска способствует росту биткоинов. Это, по-моему, прошлый твит из вчерашнего видео про то, что экологичность биткоина можно будет увеличить, если майнеры перейдут на возобновляемые источники электроэнергии. Еще один Forbes. Илон Маск рассказывает, почему поддерживает Dogecoin вместо биткоинов. Ну и почему же? И вот его причина. У Dogecoin есть собаки и мемы, а у других нет, ответил Илон Маск. Вот она причина, почему Dogecoin круче. Собаки и мемы. Вот такой у нас Илон Маск. Bloomberg пишет. HSBC не планирует предлагать биткоин или криптоуслуги богатым клиентам, сообщает Reuters со ссылкой на интервью с генеральным директором Куином. Снова такой относительный негатив на фоне того, что недавно только все хотели предлагать эти услуги, вкладываться в крипту, а здесь они, в принципе, когда их и не спрашивали, просто решили заявить, если что, мы не будем в это вкладываться. Опять негатив, в котором между строк можно прочитать «делай наоборот». Рэй Далио говорит, что предпочел бы владеть биткоинами, чем облигациями. Рэй Далио – это американский миллиардер-финансист. Данный дядька все-таки в
подкидывает и позитива. Иран запрещает энергоемкую добычу криптовалют, таких как биткоин, после того, как стремительный рост потребления привел к отключениям электроэнергии в крупных городах. Вот она, еще одна страна, которая собирается запретить майнинг. И снова у нас негатив, который намекает на обновление дна. А этого человека, я думаю, вы все знаете. Знакомое лицо из Binance. Опубликовал твит «Просто вопрос времени». Хэштег биткоин, хэштег BNB. А что ему еще остается? Это его работа – популяризировать криптовалюты, в частности биткоин и, конечно же, свою BNB. Другого от него и нельзя было ожидать. И еще одна новость от CNN. Биткоин и другие криптовалюты резко упали в начале этого месяца, после того, как Илон Маск заявил, что Тесла перестанет бла-бла-бла, 100 раз уже это слышали. Но Маск, возможно, слегка передумал. О чем они здесь имеют в виду, о чем они говорят, если быстро пролистать. Ну вот, тот самый твит Илона Маска, который мы вчера смотрели. Как говорится, Маск переобулся. Недавно говорил, что майнинг биткоина не экологичен, а сейчас уже намекает на то, что нет, пацаны, все будет хорошо. Давайте глянем, не появились ли у нас какие-то новости по сотне первой. По первой сотне пока ничего новенького из важного. А если отметить у нас все категории, то 26 мая добавлена новость по STX. Но это такие неважные новости, которые в принципе могут и ничего не решить в плане колебания цены. Если кого-то интересует этот сайт, тоже многие спрашивали, то это CoinMarketCal. Как Cap, CoinMarketCap, только L в конце. Вот он. Так пишется. Заходите, смотрите в любое время, как говорится. Ну и давайте посмотрим, что у нас на графиках происходит по биткоину. Вчера мы рисовали заходной, после чего у нас ожидалась еще одна волна. Она случилась, и она у нас добила как раз таки до уровня сопротивления практически. Кто успел здесь зайти? Отлично. Думаю, даже если закрыть профит сейчас, заработать можно неплохой процент. А если все-таки вы надеетесь, что пойдет график дальше, то можно поставить куда-нибудь стоп, забезубытить и вообще спать спокойно. Потому что объемы здесь так и не появляются. Это говорит о том, что, скорее всего, это была 4-я волна, и мы пойдем вниз. В скором времени объемов здесь нет, дивергенция на индикаторе явная. А значит, что пока что это все больше похоже вот на этот синий сценарий. Вот зона этого синего сценария, куда мы можем еще зацепить и пойти вниз. Но можно и прямо отсюда пойти, обновлять лои. Также здесь структура пока трехволновая, это коррекционная структура. Имейте в виду, если рассматривать где-то, так сказать, что сейчас более вероятно. Волна 1 и поход наверх, либо это волна 4 и поход вниз. Более вероятность того, что показывает график, что это волна 4 и будет поход вниз. Пока так. Но, вне зависимости от этого, вчера нам удалось поймать второй импульс, что касается зон. Вот она, зона 4-й волны. А если это была волна А, Б и теперь С, то давайте попробуем построить уточненную зону волны С. В принципе, даже по этой зоне еще должны совершить заброс наверх. То есть еще один прострел можно ожидать, но я бы на него не рассчитывал. Это будет очень рискованно, так как дивер уже здесь имеется. Можем и вниз пойти. Давайте посмотрим эфириум. Здесь, в принципе, такая же ситуация. Вот он откат, здесь можно было ловить. И вот он еще один импульс, на котором можно было подзаработать. Также сейчас более актуален шортовый сценарий, вот этот синего цвета. Что касается зон, также вот зона это 4-й волны. А если взять во внимание, что здесь было А, Б и сейчас С, то давайте построим для С по аналогии с биткоином. Вот и сюда можем сходить. Но мы уже в зоне 4-й волны. И ответ на вопрос, что сейчас более вероятно, вниз или наверх, отвечу вниз, так как объемы падают, индикатор падает, структура пока трехволновая. Это коррекция. Что у нас по риплу? По риплу, как ни странно, это выглядело лучше вчера. Но сейчас, после того, как отрисовалась еще одна волна, здесь также образовалась дивергенция и объемы еще ниже стали. Здесь такая же ситуация. Пока расчетная зона будет отмечена, как это для волны С было бы. Движение мы поймали, все отлично. Кто не вышел из позиции, можно здесь трейлинг стопом попробовать половить. Где это все остановится, пока неизвестно. Я имею в виду стоп переставлять потихонечку. Пока что нам график показывает, что это пойдет вниз. Как будет на самом деле, как будет дальше, увидим. Пока вниз. И из комментариев у нас Риф был популярный. Комментарий залайканный.
Так, у нас была такая вот разволновка на старых прогнозах, и она у нас, получается, что отработала. Вот мы пришли сюда, пятую волну завершили. Все это дело теперь удаляем, и давайте посмотрим более глобально. Заново обновим, так сказать, взгляд, обновим представление о графике, что у нас сейчас происходит. Ну, так как здесь индикатор у нас все так же был слаб и не превышал вот этих значений последних, и по структуре мы завершили все, которую рассматривали ранее, можно предположить, что здесь была волна 1. Сейчас мы ее корректируем в волне 2. Пока мне это так представляется. Глобальный вариант, глобальное движение вот такое. Что из локального? Дивер здесь есть, повышение объемов. Здесь у нас отличный был заходной. Вот здесь все это, кстати, выглядит не как разворот. Здесь выглядит это как импульс. На более мелких таймфреймах разрисовывать не буду, но вот она, пятиволновая структура. Пока это похоже вот на такое, как на большую волну 1, 2, 3, 4, 5. И сейчас, так как мы получили снижение объемов и снижение индикатора, вполне вероятно коррекция в волне 2. Если мы завершим движение наверх на данных уровнях, то вот она зона расчетная для волны 2. А вообще, я думаю, можем мы и продлить волну 5, и это, скорее всего, не завершение, потому что чаще всего волна коррекции приходит в волну 3 младшего порядка, волну 4. Коррекцию от волны 3, волна 4. Пока вот так стоит рассматривать, и дальше уже будет у нас развитие в импульсе. Пока здесь выглядит неплохо. Если мы завершили коррекцию в волне 2, данное движение очень похоже на импульс, поэтому велика вероятность, что мы можем и дно здесь не обновлять. Если дно мы здесь не обновим, то расчетная зона для волны 3, сейчас обозначу. Это, конечно, очень на перспективу, но вот цена для волны 3. Дальше уже невозможно посмотреть. Но это так. Так, пока похоже на заходной. Что будет дальше, глянем. Если рассчитываете здесь входить, то, естественно, стоп за основание. Это уже по классике. Стоп сюда. Потому что если пробьет здесь вот этот лой, то можем дальше усложнять коррекцию и дальше лететь вниз. Что еще? Сол. Тоже из комментариев. Тоже у нас есть здесь разволновочка вторая. Так, следующая зона отмечена была вот здесь, и мы сюда как раз таки и пришли. Все у нас здесь получилось, все у нас здесь срослось. Давайте посмотрим, что у нас теперь. Легче все удалить, чем сейчас во всем этом разбираться. Что у нас касается глобального графика. Также пока неплохо, объемы есть на неделях. Объемы есть на днях. Объемы также есть. Но вот здесь похоже это на то, что мы завершили все-таки эту большую троечку. И сейчас мы находимся в четверке. Четверка у нас корректируется примерно вот сюда. Мы уже здесь. Что у нас на 4 часах? На 4 часах. На 4 часах здесь такая же двоякая ситуация, как и на битке с эфиром. Прошло 3 волны вниз. Это значит, что минимальная коррекция выполнена. Она могла бы здесь завершиться. Дивера нет, как на других. Есть отскок также в тройке. Поэтому здесь мы можем еще дальше усложнять. Например, 3-3-3 нарисовать. 3-3-5 можем нарисовать. Если же мы здесь все это дело сейчас начнем трансформировать в пятерку, то это уже можно будет считать заходным импульсом, на откате брать и наверх. Пока этого нет. Если давайте глянем на час. Но здесь больше, конечно же, на то, что мы пойдем вниз. Объемов нет, на индикаторе пока дивер, структура трехволновая. Давайте отметим зону. Если все-таки здесь будет только 3 волны, то зона для волны С, она находится вот на данных уровнях. Это совпадает со скользяшкой, и вполне вероятно, что мы в скором времени можем пойти вниз, дальше обновлять лои, либо в небольшую коррекцию и дорисовывать пятерку. Ну, пока все это выглядит как коррекция с дальнейшим снижением вниз. Я говорю то, что вижу на графике. Это вполне может и полететь наверх, это же все-таки крипта. Но из того, что показывает график, он показывает структуру коррекции. Пока здесь сформировано именно это. Так, и отметим еще у нас был донат. По донату у нас просили посмотреть SXP. Мы его недавно смотрели. И в принципе все у нас в рамках прогноза. Здесь у нас 3 волны наверх, а это значит без объемов. А это значит, что здесь такая же двоякая ситуация, что мы, если дорисуем пятерку, то будет импульс, и можно рассчитывать на поход наверх. Если же мы не будем дорисовывать здесь импульс, то это очевидная коррекция, после этого пойдем вниз. Но в донате была приписка, что хотелось бы увидеть прямо
на графике KuCoin. На нем здесь больше история. Давайте глянем на него. Уровни на месячном графике. Давайте глянем на дневке. Я мельком этот график посмотрел и вижу, что здесь очень много несоответствий. Во-первых, большие объемы соответствуют третьей волне. Но здесь по структуре как будто бы вот эта третья волна. То есть мы здесь какими-то пампами занимаемся. Единственное здесь, что можно из теханализа применить, это уровни поддержки сопротивления. В принципе, как раз мы вот здесь отталкивались. Сейчас снова находимся на данном уровне поддержки, от которого можем полететь наверх. Также параллельные каналы здесь неплохо отрабатывали. Здесь отбивались, здесь было ложное пробитие и в скором времени вернулись обратно в канал. Сейчас мы снова от грани отбились, а это значит, что перспектива у нас это поход до верхней грани канала. Также мне человек попросил посмотреть его версию. Ну да, вот он трендовую линию построил. Это в принципе правильно. Единственное то, что он построил по данному лою, но здесь вполне вероятно было ложное пробитие и трендовую надо было немножко повыше поднять. А так в принципе все правильно. Отсюда мы можем пойти наверх. Что касается каких-то дальнейших перспектив, то здесь они очень даже неплохие. Отбились от нижней грани и вполне до верху можем долететь. А это у нас около 150%. Что касается из локальных торгов, в локальном мы уже посмотрели на предыдущем графике, что здесь у нас пока что можем еще и вниз сходить. Разворот близок, здесь есть дивер, PSXP неплохая точка входа, если торговать на долгосрок. Также в донате звучал вопрос, может ли быть цена в $42. Конечно же может. На этом рынке может быть все что угодно и отметать это нельзя. Если же смотреть вот предыдущий график, кстати, SXP Tether на Binance. Почему именно этот график я смотрю? Если открыть CoinMarketCap, открываем SXP Market, вот SXP USDT торгуется более 60% всего объема на рынке. Так что этот график лучше всего смотреть для получения наиболее адекватных каких-то показателей объемов. И то не факт, что они их тут не рисуют, но это максимально хотя бы приближенные к действительности. Может ли быть здесь 42? Если мы завершим здесь коррекцию и пойдем, кстати, мы снизились еще, это значит зона у нас стала ниже. Пока что здесь просматривается такое, что вот она зона для третьей волны. Если все будет обычно, без растяжений, потом скорректируемся в четверку и зона пятой волны. Пока говорить о 42 без диких пампов, а при каком-то стандартном движении в средних значениях, как сказать, в теории, то о 42 пока говорить рано. Первая цель – это предыдущий пик в районе $5-6. Затем можно уже будет замахиваться на зону третьей волны, это максимум в $10. На этом сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, свое мнение. Всем счастливо, удачной торговли.